Заходи на канал про заработок в интернете без вложений. Посмотри, как парень реально все толково рассказывает и без преувеличений. Его методы реально работают. Возможно достичь до 1000 рублей в день. Ссылку на канал для тебя я оставлю под видео. Заходи, подписывайся, изучай. Привет! Вы наверняка встречали броняж, перешедших на аниме, или наоборот, броняж, пришедших из аниме. Такие случаи происходили, пожалуй, во все времена существования бронекультуры. В результате этого произошло смешение. Некоторые прелести из аниме-культуры стали уже привычным делом для броняж. Аниме-культура зародилась гораздо раньше, чем бронекультура. Несмотря на явное презрение многих броняж к анимешникам и наоборот, фундаментальная основа бронекультуры связана с анимацией, так же как и аниме-культуры. Некоторые характерные атрибуты тогда еще только зарождающейся бронекультуры были позаимствованы из уже давно существующей аниме-культуры. Об этом и пойдет речь в данном выпуске эквестриологии. Лично я не анимешник, поэтому при написании этого сценария я руководствовался Илуркой, администрация которой наполовину состоит из анимешников. Да простят меня анимешники, если я что-то не так сказал. Начнем с того, что сам по себе мультсериал Friendship is Magic можно назвать анимеской, ведь он в какой-то степени имеет сходство с аниме. 4 критерия из 5. Дизайн персонажей. Большие прорисованные глаза, цветные волосы. Хэншин, пожалуй, единственный анимешный графический прием, уместный в МЛП, учитывая, что в целом анимация поняш, в отличие от аниме, стремится быть естественной и натуралистичной. Наличие анимешных архетипов. Девочки-волшебницы. Моэ. Кудере. И даже Яндере. Критерий кавайности. При просмотре МЛП любой няшеметр начинает зашкаливать. Оригинальный язык подавляющего большинства аниме-тайтлов – японский. Некоторые тайтлы официально дублируются, но анимешники предпочитают смотреть оригинальную озвучку с субтитрами на английском, либо на своем родном языке. Аниме производится в основном для внутреннего японского рынка, однако почти все тайтлы переводятся фансаберами. Язык фансаба обычно английский, хотя есть и на других языках, в том числе на русском. Фансаб распространяется бесплатно по интернету, но это не мешает левым пиратам штамповать DVD с тем же самым бесплатным фансабом. Фансабы для поняш делают всего две команды, одна хорошая, другая плохая. Так исторически сложилось. Сейчас это Anon to Anon и The Doctor Team, в первых сезонах были Грю и An Open Smile соответственно. Но фансаберов аниме гораздо больше, при этом в большинстве случаев перевод на русский пишут с английского, который в свою очередь является переводом с японского, поэтому потерь в субтитрах к аниме потенциально больше, чем к МЛП, и найти качественный перевод сложнее. Так же, как и броняши, анимешники не любят официальный дубляж. Некоторые предпочитают закадровые озвучки. Кстати, хорошо известная нам Трина Дубовицкая также занимается озвучкой аниме. Наверняка все брони знакомы с таким жанром, как Pony Music Video, сокращенно PMV. Они бывают в виде нарезки оригинального МЛП, либо созданы с нуля во флеше или Source Filmmaker, иногда с применением шейповой анимации. Но мало кто знает, что до зарождения жанра PMV в Pony Music Video были AMV, Anime Music Video. Анимешники увлекались этим еще до того, как появились брони, когда четвертого поколения МЛП не было даже в проекте. AMV, будучи предшественником PMV, не стал эволюционировать до создания собственной анимации. Аниме Music Video состоят только из фрагментов аниме. Применение Adobe After Effects в музыкальных видео – это чисто броняшная идея.
Так же, как и броняши, анимешники иногда собираются на конвенты, где занимаются косплеем и тусуются в анимешной атмосфере. Существует Всероссийский фестиваль японской анимации. Кроме того, персонажи из аниме косплеят и на других конвентах, где аниме так или иначе уместно. Например, Комик-кон и Игромир. На пони-конвентах также можно найти стенд аниме-магазина Няпи. Более того, некоторые аниме-магазины даже приторговывают броняшной атрибутикой. Японским словом такимакура называют длинные, высотой больше метра, подушки с изображением какого-либо персонажа. Такую подушку приятно обнимать. Изначально такие подушки были придуманы для анимешников, но впоследствии стали популярны и у броняш. Тульпа – это самовнушенная галлюцинация, взаимодействующая с твоими чувствами, откол твоего собственного сознания в виде некой автономной и при грамотном использовании весьма деятельной сущности. Ты можешь видеть, слышать, обонять и осязать свою тульпу так же, как любого обыкновенного человека. Особо увлеченные анимешники и прочие эскаписты создают себе тульп в основном как естественное продолжение побега от реального мира. Броняш это касается куда в большей степени. Большая часть тульфа-тредов на Дваче прописаны именно в разделе MLP. Идея создать себе свою Fluttershy или Twilight Sparkle и жить с ней очень понравилась, отчего среди брони возникла сильнейшая школа тульпофорсинга, породившая множество руководств. Фантазии бескрайней тебе не придется туго, ну а я хотел иметь воображаемого друга. И в итоге доигрался к 20 годам, сломай рассудок полностью, и вот передо мной она. Чистейший идеал, герой мультсериала, та искорка души, которой мне так не хватало. И хоть ты была рядом, этого мне мало, ведь ты всего лишь тульпа, психологи не скажут браво. Аниме-культура до сих пор в диковинку простым людям, не состоящим ни в каких современных субкультурах. Средства массовой информации совершенно неверно понимают, для кого на самом деле создается аниме, и поэтому дают абсолютно неверные предположения об опасности аниме. Под влиянием мультфильмов с непривычным для себя содержанием, а также рассказом о каких-то исключительных помешательствах, как, например, о тех же тульпах, журналисты высказываются обо всем этом в негативном ключе. Примерно то же самое зачастую происходит в СМИ по отношению к броняшам. Мультфильм «Пони» компании Hasbro носит ярко выраженный трансгендерный и феминистический характер, где персонажи не обладают ярко выраженными половыми, так скажем, внешними особенностями. Детям вдалбливается в голову, что можно в одной серии вести себя как мужской персонаж, в другой как женский. Ну и в целом мультфильм носит деструктивный характер. Сходство бронекультуры и аниме-культуры неудивительно, ведь бронекультура зародилась на 4чане, где большинство пользователей были анимешниками. Кто знает, может МЛП 4-го поколения тоже когда-нибудь станет самостоятельным жанром, так же как в свое время стало аниме, ведь по МЛП уже делают отдельные тайтлы. В любом случае стоит относиться к анимешникам с пониманием, не винить их за то, что они не в нашей субкультуре. Может даже попытаться убедить их перейти к броняшам, только без фанатизма.